Всем привет! С вами снова я, Александр Ультим Шаповалов. Сегодня мы будем сравнивать два кабеля. Обычный кабель с карт RGB, который я брал пару лет назад на AliExpress. Сейчас такой можно за 500-600 рублей купить. И кабель с карт RGB SNES от кабельщика. Этот кабель изначально предназначен для Super Famicom. Также можно использовать для AV Famicom с RGB модом. И для Nintendo 64 с RGB модом. Обычная SNES и AV Famicom с RGB модом у меня есть, но Nintendo 64 с RGB модом нету, поэтому будем сравнивать эти два кабеля на вот этих вот двух приставках. Мы будем смотреть как подключение к LT телевизору, так и видеозахват. Видеозахват буду производить посредством вот этой карты видеозахвата Ugreen. Недорогая карта за 2 косаря. Подключать все это буду через ретроскейлер GBS Control. Хорошая штука, рекомендую. Сейчас, правда, эти штуки все дороже и дороже стоят. Я тоже брал года 2 или 3 назад. Но сначала мы посмотрим небольшую распаковку RGB кабеля. Погнали! Получил вот такую посылку недавно от кабельщика. Кто знает, тот знает. Человек, который делает качественные кабеля для ретро-приставок. Ну и не только ретро. Так, давайте посмотрим. У меня уже от кабельщика есть один кабель на Sony PlayStation 1, 2. И еще есть понижающий трансформатор. Человек делает качественные аксессуары для ретро-геймеров, для ретро-коллекционеров. И вот этот кабель для SNES. SCART-кабель. Он подходит не только SNES, но и для AV Famicom со SCART RGB. Так вот, в коробочке больше ничего нету. Кабельщик вот в таких вот кастомных коробочках свои кабеля продает. Вот кому интересно. Super Famicom NTSC RGB. Вот со всех сторон такие коробки. Ну что, самое интересное — это кабель. Кабель, конечно, это мое почтение просто. Сейчас посмотрим его поближе. На липучку завязывает, все как положено. Во-первых, смотрите, толщина кабеля. Да. В сравнении мы посмотрим, как выглядит китайский кабель. Что он может противопоставить кабелю от кабельщика. Металлический, по ощущениям. Так, оп, неправильно. Проверять я этот кабель буду на AV Famicom с RGB модом и на Super Famicom. Спасибо за качественные кабели. Ну а теперь будем проверять, что может он, а что может китайский кабель противопоставить ему.
Теперь перейдем к кинескопному телевизору, но прежде сделаем небольшие выводы. Разницу между RGB кабелем с AliExpress и RGB кабелем от кабельщика я увидел только одну. То, что вот на таком однородном фоне, как вот в Марио, синем фоне, да, там как бы помехи существуют. На видеозахвате мы увидели как бы, да, полосы. На китайском кабеле это заметно, а на кабеле от кабельщика, на RGB кабеле от кабельщика этих полос нет. Первая приставка, на которую мы будем смотреть, это AV Famicom с RGB модом. Первый будет кабель RGB NTSC от кабельщика. Проверять буду на тех же самых играх. Первая игра у нас на повестке дня – это Super Mario Bros. Каждую игру буду играть небольшой кусочек. Так, вот эти вот все помехи на LT-телевизоре – это только на камере. Ну и небольшая полоса, которая идет. Вы, наверное, отличия все равно не увидите, так что придется мне поверить на слово. Я уж сам посмотрю, какие я отличия увижу или нет. Ладно, давайте смотреть Super Mario Bros. Не, ну цвета также классные, яркие. Пиксели, конечно, уже не видно. Картинка классная. Ну, это RGB кабель от кабельщика, так что здесь претензий на LT-телевизоре быть не может. Все вообще четенько. Да, не сравнится с композитным входом. Хотя на LT-телевизоре и композит нормально показывают.
Следующая игра Чип и Дейл спешат на помощь. Все так же, как и на видеозахвате. И ну, картинка сочная, четкая, что говорить. Просто прям, не знаю, на эмуляторе даже с вот этими всякими шейдерами, или как они там называются. Такой картинки не добиться. Следующая игра Контра. Выбрал игры чисто по личному предпочтению, на которых мы будем все проверять. Ну и плюс, чтобы в играх был однородный фон. Там одного цвета, да? Вот, например, вода здесь. Чтобы сразу было видно. Ну, тут опять-таки все четко. Претензий никаких нету. Теперь я подключил кабель с AliExpress. И будем смотреть. Опять-таки говорю, на камере вы вряд ли увидите, только я вот своим глазом посмотрю. Ну, картинка вроде такая же. Только, мне кажется, может быть, цвета, ну, немножко потемнее. Или, может быть, это просто кажется. А так четкость все такая же. Не вижу никаких косяков. Ну, звук идентичный. Но на Супер Марио я разницы не вижу. Следующая игра также Чип и Дейл на RGB кабеле с AliExpress. Также вам скажу, ну по картинке я разницы не вижу на LT телевизоре. Следующая игра Контра. Как и везде, специально выбираю японскую версию, чтобы вот еще посмотреть, как пальмы двигаются. Правда, на кабеле от кабельщика я не дошел до этих пальм, да? Или что, они тут не двигаются, я что-то не понял. А, вот, не-не, просто дальше уже забыл. Двигаются отлично. Кстати, не показал. Играю на оригинальном джойстике. Косточка. Блин, пока показал, умер. Ну что, в принципе, я отличия на LT-телевизоре не вижу. Между кабелем от кабельщика и кабелем, который был куплен на AliExpress. Цвета все такие же сочные, все четко, блин, никаких помех нету. Но это на LT-телевизоре. Так, ну теперь перейдем на мою старушку. Супер Famicom. Также будем смотреть первую игру Аладдин. Подключил сначала RGB кабель NTSC от кабельщика. Но опять-таки чисто визуально ничего такого не вижу. Ну еще бы я тут видел. Ну картинка четкая. Сочная, яркая. Аладдин классная, конечно, игрушка. Следующая игра у нас Флинстоуны. Да, все классно, красиво. Ух ты. Гляньте, нам тут другой уровень попался, чем на видеозахвате был. На видеозахвате мне попадался всегда первый уровень. А тут уровень с коровками. Не, ну все круто, классно, что говорить. Картинка сочная. Следующая игра Donkey Kong Country. Кстати, еще не говорил, все игры, которые мы тут проверяли, американского региона. Все классно, красиво, конечно, мне нравится. Что тут говорить. Так, теперь я подключил кабель RGB с AliExpress.
Начинаем, как всегда, с Аладдина. Ну, никаких помех, никаких визуальных отличий я в принципе не вижу. Такая же четкая и сочная картинка. Следующая игра Флинстоуны. Ну что сказать, ну такие же сочные цвета. Вообще отличий не вижу. Кстати, не показал. Вот на оригинальном таком Nintendo Super Famicom геймпаде играю. Ну, джойстики. Вот это заразили меня тоже этим словечком геймпад. Всю жизнь называли джойстики. И завершает наш обзор игра Donkey Kong Country на консоли Nintendo Super Famicom. Уже даже по заставке вижу, что цвета яркие. Нигде никаких косяков я не вижу. Картинка вот четкая. Все в принципе так же, как и на RGB кабеле от кабельщика. На LT телевизоре вот разницы я не увидел. Ну что, давайте поставлю на паузу и подведем итог. Я считаю так, что китайский кабель пригодится тем, кто хочет просто поиграть на LT телевизоре, потому что разницы на LT телевизоре я не вижу между китайским RGB кабелем и между кабелем, который я заказывал у кабельщика. А вот кабель от кабельщика — это уже для других историй. Это для тех людей, кто хочет поиграть в максимальном качестве на современном мониторе, на современной телевизоре, через ретро-скейлер. Либо кабель от кабельщика подходит для тех людей, кто хочет сделать футажи с оригинальных консолей. Так что поиграть можно купить просто с AliExpress за 500-600 рублей кабель. А с другой стороны кабель от кабельщика. Он уже сейчас стоит порядка 5000 рублей. Но вот за последний кабель я 4700 отдавал. Так что сами выбирайте. Вам нужен ультимативное качество или вам нужно дешево и сердито. На этом будем заканчивать видео. Я надеюсь, кому-то оно было полезным. Если вы с чем-то не согласны, что услышали в этом видео, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь это будет помогать продвигать мои видео, и тем самым это будет мотивировать меня делать для вас еще больше видео. А с вами был Александр Ультим Шаповалов. До новых встреч, ребят. Пока-пока.